Всем добрый вечер. Я хочу подарить практикам очень действенный, очень сильный ритуал, которым я пользуюсь, в принципе, уже давно. Ну, лет 10 точно я этим пользуюсь, этим ритуалом, и он очень помогает. Его уникальность состоит в том, что этим ритуалом можно вытащить человека из комы. Этим ритуалом можно отсрочить его смерть, если он смертельно болен. Можно отмолить его от смерти. Этим ритуалом можно отвести врагов и преследователей, которые грозятся его жизни и душе. Одним словом, это очень своеобразный и очень сильный ритуал. То есть человека оторвать, отмолить, забрать и спасти от рук той злой силы, злой не темной, потому что темный это хаос, это тьма, это тайные, да, которые для избранных. Это совершенно иное. Человека отмолить и спасти из рук злой силы, из лап, вытянуть и не позволить этой силе забрать его жизнь, здоровье, его жизненные силы, отобрать, отозвать оттуда. Вот в таких ситуациях, которые я вам перечислила. Для этого вам нужно полынь, либо зверобой, либо можжевельник, желательно эти 3 травы. 3 черные свечи, фотографию человека, которому вы хотите помочь. 1 тонкая восковая черная свеча. Череп козла я поставила сюда, потому что я его усилила определенным образом, и теперь я буду пользоваться этим атрибутом, потому что это, скорее всего, горный дикий козел. У меня есть много черепов животных, вы их видели. Но этот череп был отправлен мне Яной как сувенир. Однако хочу сказать, что он мне очень понравился, потому что я в нем увидела определенную дикую силу. И я решила, что сувениром он быть не может. Он должен служить силам магии. И та сущность, которая внутри него, она должна мне приносить определенную пользу. И я его активизировала, и теперь пользуюсь в целях ритуальных. Видите? Это, по всей видимости, все-таки горный козел. Это дикое животное. И это молодое животное, потому что наличие всех зубов об этом и говорят. И, естественно, такой атрибут, он очень, очень даже нужен и важен в моей работе. Но те, которые будут проводить ритуал, скажем так, у которых другие атрибуты, другие методы работы, я бы сказала им, что лучше, если они поставят на алтарь определенный атрибут не меньшей силы. Тот, который у них часто используется в ритуальной магии. Ну, например, статуя. Да? Статуя, которая сильна, которая оживленная и которая будет помогать им в этой работе. Сейчас я выключу свет и начнем с вами дальнейшие действия. Итак, зажигаем свечу. По правую сторону нужно положить фотографию, по левую сторону черную восковую свечу, окуривать травы, которые я назвала, 3 черные свечи,
и тот атрибут, который чаще всего используется вами для темных работ. Откупаться нужно черным хлебом, водкой. Нужно отнести это все либо под дерево, либо на перекресток. В этом случае решайте вы сами. Где вас сильнее манит и тянет, туда можете и отнести, собственно говоря. Начнем. Читать нужно 13 раз, положив руку на фотографию. Вот так. Показываю. Свеча должна догореть. Вам может стать немножко плохо, может закружиться голова, вы все-таки эту энергию через себя пропускаете, вы это знаете, мне говорить не нужно. Но мы все к этому готовы, поэтому хочешь не хочешь, а подчиняемся этому закону. Тихо пусть, не мешай. Север, юг, восток, запад. Печать луны и печать солнца. Разрушаю я словом могучим заклятие. Убираю черное проклятие. Вымаливаю душу имя. Шла по полю снежному, да по полю лютому злая сила. Несла в когтях душу его, в бездну уносила. Увидели ее 4 стражника, Абимелек, Черет, Хат, Фатаха. Догнали и криком кричат, да требуют: отдай душу, верни душу. Отдай душу, верни душу. Отдай душу, верни душу. Отдай душу, верни душу. Отобрали, из лап злой силы забрали, душу освободили. Живи, душа, жизнью наполняйся, от смерти и бед не скрывайся. Тебе дано спасение, от мук твоих избавление. О Азирен, услышь меня, освободи, помилуй душу от когтей зла. Азирен Глория, Азирен Аве, пусть сбудется сказанное. Именем сил хаоса вернись домой, вернись к себе, вернись обратно к жизни. Спасение, спасенная силами, навек благословленная, душа обновленная, живи. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Немножко голова закружилась, но это нормально. Это может быть и от силы заговора, и от трав. Проводите этот ритуал, когда другие методы бессильны. Этот ритуал может вернуть человека из комы, может спастись от очень смертельной опасности, может иногда вернуть пропавшего человека, то есть заставить его отозваться на эту просьбу. Пользуйтесь во благо себе и людям. Удачи!